Приветствую вас на канале «Две войны». В статье «Schlacht um Moskau», опубликованной в немецкой Википедии, рассказывается о попытке вермахта взять Москву осенью 1941 года и декабрьском контрнаступлении Красной Армии, которое поставило крест на планах Блицкрига. В этом видео я расскажу вам о том, что пишут современные немцы об этом сражении и как они объясняют свое поражение. Прежде чем рассказать о том, что написали об этом сражении немцы в статье Википедии, я напомню вам, дорогие зрители, реальный ход сражения. По немецкому плану Барбаросса немцы должны были взять Москву в течение 2-3 месяцев с начала войны, хотя изначально были совсем уж нереальные сроки 3-4 недель. Но из-за упорства Красной Армии немецкие части существенно отставали от графика, чем еще сильнее усложнили свое положение. Решающий удар по Москве возлагался на группу армий «Центр» под руководством генерала-фельдмаршала фон Бока. Советское же руководство пыталось хоть как-то выиграть время. Подтягивались дальневосточные резервы, укреплялась и оборона столицы, ведь к моменту подхода вермахта советскую оборону нельзя было назвать крепкой. К примеру, на 1 километр фронта у советских частей было всего 12 артиллерийских орудий. Этого было явно недостаточно, чтобы противостоять мобильной танковой группировке Гудериана, учитывая, что немцы всегда атаковали с высокой концентрацией танков. За несколько недель 3 самых основных промышленных района будут полностью в наших руках. Создана, наконец, предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага. Сегодня начинается последнее большое решающее сражение этого года. Битва за Москву состояла из 2 фаз – наступательной и оборонительной. Оборонительная началась 30 сентября и закончилась 5 декабря. Из-за больших расстояний ударная группировка группы армий «Центр» сильно растянулась. Плюс осенью им очень сильно досаждало отсутствие хороших дорог, что сильно влияло на немецкое вторжение. В ночь с 18 на 19 октября на всем участке фронта группы армий прошли дожди. Состояние дорог настолько ухудшилось, что наступил тяжелый кризис в снабжении войск продовольствием, боеприпасами и особенно горючим. Состояние дорог, условия погоды и местности в значительной мере задержали ход боевых операций. Свои последние попытки взять столицу СССР немцы предприняли в начале декабря и тоже потерпели неудачу. После этого момента началась наступательная фаза, но уже для советской армии. 5 декабря 1941 года стало первым днем советского контрнаступления под Москвой. Советский удар состоял из нескольких крупных наступательных операций. Калининская наступательная операция была проведена силами 29-й армии генерал-лейтенанта Масленникова и 31-й армии генерал-майора Юшкевича. Клинско-Солнечногорская наступательная операция была проведена под руководством генерал-майора Лелюшенко. 30-я армия, 1-й ударной армии под руководством Василия Ивановича Кузнецова и 20-й армии под руководством Власова. Кстати, того самого Власова, что позже перейдет на сторону немцев. Тульская наступательная операция проводилась силами 10-й армии генерал-лейтенанта Филиппа Ивановича Голикова. Калужская операция, в которой участвовали 10-я, 49-я и 50-я армия. А чуть позже началась Козельская операция, в которой была задействована 10-я армия. Помимо этого, перешли в наступательную фазу Наро-Фоминско-Боровская и Илецкая наступательная операция. В результате этого масштабного удара вермахт с огромным усилием смог удержаться и стабилизировать фронт, но ни о каком блицкриге больше речи не шло. Гудериан писал: «Это был поворотный пункт нашей восточной кампании. Надежды вывести Россию из войны в 1941 году провалились в самую последнюю минуту. Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни Блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходящая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя». Так закончилась одна из самых важных битв Великой Отечественной войны. А теперь я расскажу вам, как это сражение преподносится немцами в современной Германии и в чем там отличие от реальной версии. 12 августа 1941 года Гитлер выпустил директиву номер 34, которая предписывала: Москву, как важный государственный, военный и транспортный центр, занять до наступления зимы. Но в меморандуме, который Генштаб представил фюреру 26 августа, делался вывод: в этом году полностью завершить кампанию на Востоке просто невозможно. Это нашло понимание у Гитлера. Однако после разгрома крупных сил РККА под Киевом, он резко переменил свое мнение и вновь потребовал взять Москву до наступления зимы. Не принималось во внимание, что армии группы «Центр» были уже сильно потрепаны в боях, а их мобильность значительно снижена из-за погоды, дорожных условий и изношенной техники.
Ограниченные ресурсы горючего и боеприпасов были уже израсходованы, и полноценной замены им не было. Теплой одежды для солдат не хватало просто катастрофически. В решающий период битвы моторизированные части группы армий «Центр» имели только 30-40% нужного снабжения. Транспортные возможности германской железной дороги на таких расстояниях достигли предела, и дело усугублялось постоянными атаками советских партизан. Разумеется, что все это сказалось на результате сражения за Москву. Немецкая Википедия отдает должное умелой и энергичной организации обороны Москвы. Советское командование не пожалело усилий для маскировки столицы от немецкой авиации. Очертания почти всего города были очень детально переработаны. Даже некоторые петли Москва-реки полностью покрыли деревом, чтобы немецким пилотам было сложнее ориентироваться. Сотни зенитных прожекторов и зенитных батарей были установлены в Москве и Подмосковье. Привязные аэростаты поднимались по магистралям для сдерживания низколетящих самолетов. ПВО Москвы была более эффективной, чем у Берлина и Лондона, вместе взятых. Метро работало только по нескольким основным маршрутам, превращенное в гигантское бомбоубежище для населения, как в романе Глуховского. Красной армии удалось закрепить и расширить фронт перед Москвой, а на некоторых участках и провести ожесточенные контратаки. Например, в начале сентября 1941 года группа армий «Центр» под давлением РККА была вынуждена отступить с дуги фронта в районе города Ельня. Это стало первым отступлением немцев во всей мировой войне. Упоминает немецкая Википедия о массовой панике, вспыхнувшей в Москве 16-18 октября на фоне массовой эвакуации предприятий и госучреждений. Даже забальзамированное тело Ленина увезли из города на восток, пишет немецкая Википедия. Но отмечает, что беспорядки были быстро и решительно остановлены. Немцы считают, что роль сибирских дивизий преувеличена. В середине августа 1941 года Москва получила от своего агента в Токио Рихарда Зорге точные сведения. Тайный совет Японии окончательно решил вступить в войну не вторжением в Советский Союз из Маньчжурии, а боевыми действиями против США в Тихоокеанском регионе и Индокитае. Имея эту информацию, советское командование не упустило возможность перебросить под Москву войска с Дальнего Востока. Это было сделано очень быстро и скрытно. На месте оставались отряды, имитирующие присутствие войск фальшивыми радиосообщениями, в то время как эшелоны со свежими дивизиями катились на запад, преодолевая по 750 км в сутки. Немецкая Википедия указывает на то, что роль сибирских дивизий в Московской битве часто переоценивается, но они все-таки внесли существенный вклад в успех контрнаступления Красной армии. До Кремля оставалось 24 километра, но помешал мороз. Германская Википедия также признает ошибки своего генералитета. После окружения под Вязьмой 8 октября Рейхспресс поспешил заявить: Война в России закончилась уничтожением группы армий Тимошенко. СССР потерпел поражение. Это не соответствует действительности. 6 ноября ударили сильные морозы, а солдаты вермахта были без зимней одежды. На следующий день, несмотря на опасность, на Красной площади прошел военный парад в честь Октябрьской революции, войска с которого двинулись прямо на ближайший фронт. 27 ноября температура упала до минус 35, пошли массовые обморожения. Тем не менее, 2 декабря разведывательный отряд 62-го бронетанкового инженерного батальона дошел до подмосковных Химок. Это была ближайшая к Москве точка, которой достиг вермахт. 23 километра 700 метров от Кремля. Но то, что солдатам вермахта были видны башни Кремля, это миф. С учетом расстояния городской застройки и маскировки кремлевских силуэтов это было невозможно, отмечает Википедия. Немцы не отрицают мощь ответного удара Красной армии. Примечательно, что всего за день до начала контрнаступления РККА на Калининском и Западном фронтах 5 декабря отдел Восточной иностранной армии Германского генштаба армии оценил ситуацию так. Советские войска на данный момент не в силах начинать контратаки без значительных подкреплений. На самом деле советская ставка довела численность дивизий Калининского и Западного фронтов до 106, в том числе 21 свежую дивизию из Сибири. Это переменило соотношение сил в пользу Красной армии – 1,5 к 1. Советские ВВС смогли добиться еще более значительного превосходства над германскими – 1370 самолетов против 550. Неожиданно сильные удары сразу на нескольких участках фронта, нанесенные Красной армией 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года, отбросили немецкие войска в среднем на 250 километров от Москвы. Об этом немцы пишут следующее. Сталину удалось реализовать только часть своего плана. Группа армий «Центр» не была разгромлена, но битва за Москву была проиграна для Германского рейха. Немецкая Википедия верно оценивает итоги сражения под Москвой. Это был полный провал операции «Барбаросса» и немецкой стратегии Блицкрига в Советском Союзе. Желаемый рубеж Архангельск-Астрахань оказался недосягаемым, а Красная армия отнюдь не разгромленной, как полагали гитлеровские стратеги. А как вы считаете, что было настоящей причиной поражения вермахта под Москвой?
Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайк, все это очень поможет развитию моего канала.